Друзья, всем привет! Добро пожаловать в мою маленькую домашнюю мастерскую. Сегодня у нас спонтанный мастер-класс. У меня тут спонтанная ярмарка в эти выходные, поэтому я вяжу, как всегда, мелочь на ярмарку. Популярные довольно-таки такие брелки на сумку, которые вот так завязываются, да. Будем сегодня с вами вязать, и я буду вязать гуся серого цвета. Значит, вяжутся они все одинаково, видите, у них тела одинаковые, длина шеи одинаковая, голова тоже вяжется практически одинаково. У лягушки немножко по-другому, но я буду вязать голову, когда гусю. Я вам скажу, как у лягушки делать. Я вам скажу схему мордочки, ушек и рожек у жирафика и также глазок у лягушки, чтобы вы могли связать себе любого из этих трех персонажей. Что нам понадобится? Для гуся мне оранжевая ниточка нужна немножко, сюда на клювик и на лапки. Дальше сам гусь у меня будет серого цвета. Пряжа по цвету я не могу, наверное, сказать, у меня... нет, есть. Серый 80-й цвет у меня будет. Этот у меня белый стандартный. Вот. Вообще я их из остаточков вязала. Что вот 2 цвета пряжи, глазки 6 миллиметров, у лягушки глазки приклеенные, то есть просто такие сейчас полубусинки. Так, а у жирафика и гуся на безопасном креплении 6 миллиметров, 6-8 можно миллиметров, глазки смело брать. Значит, давайте приступим, не будем откладывать. Очень у нас жарко, руки потные, вообще просто я не знаю, вязать тяжело довольно-таки, но так как ярмарка, и я уже решила, раз мне все равно надо его связать, покажу вам мастер-класс. Ну, очень жарко, руки прям вообще просто нереальные. Так, давайте начнем с клювика. Кольцо амигуруми. В кольцо амигуруми 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Кольцо затягиваем. Далее делаем воздушную петлю. Переворачиваем его. Я вот эту ниточку подхватываю, чтобы ее ввязать. В обратную сторону вяжу столбик без накида. Прибавка. Столбик без накида. Прибавка. Столбик без накида. Провязали соединительный столбик, ниточку обрезаем. Эту ниточку мы тоже можем обрезать уже, мы ее ввязали. Дальше вторая половинка клювика, кольцо амигуруми, в кольцо амигуруми 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Кольцо затягиваем, делаем соединительный столбик, обрезаем ниточку подлиннее. Обрезали. Берем иголку. Вы можете как-то по-своему сделать клювик, можете просто вышить. Сейчас я вставлю. Так, складываем наш клювик. Так. Пополам. 2 половинки вместе складываем. Вот этот конец я буду прокладывать, тоже буду его сшивать. Значит, и сшиваем 2 детальки. Вы можете делать это
крючком, руки скользкие, крючком. Мне удобнее делать это иголкой. Ужас. У нас тут апокалипсисы, у нас тут ураганы. В Беларуси, в Минске. Так. Потом я вторую ниточку тоже придерживаю, чтобы ее вшить и обрезать. Так. Еще просто скользкие руки. Можно обрезать. Все, вот такой клювик у нас получился. Мы его потом перешьем к голове. Давайте приступим к вязанию головы. Вяжется, конечно, не очень быстро за счет того, что нужно вязать долго вот эту шею, да. Но на самом деле не так уж и долго. Часа полтора, может быть, идет. Итак, вяжем голову в кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6. Я буду вязать без маркера, но ряды буду вам проговаривать. Далее вяжем второй ряд, 6 прибавок. Первая прибавка, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Третий ряд, 1 столбик без накида, 1 прибавка, 6 раз. Столбик без накида. Первая прибавка, столбик без накида. Вторая, столбик без накида. Третья, столбик без накида. Четвертая, столбик без накида. Пятая, столбик без накида. Шестая. Четвертый ряд вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка, 6 раз. Раз, два, первая прибавка. Раз, два, вторая. Раз, два, третья. Раз, два, четвертая. Раз, два, пятая. Раз, два, шестая. Пятый ряд вяжем 3 столбика без накида, 1 прибавка, 6 раз. Раз, два, три. Первая прибавка. Раз, два, три. Вторая. Раз, два,
3, третья, раз, два, три, четвертая, раз, два, три, пятая, раз, два, три, шестая. Так, дальше у нас идет 6-12 ряд по 30 столбиков без накида. Это 7 рядов. Значит, у гуся и жирафика я вяжу 7 рядов по 30 столбиков без накида. У жабки, значит, я связала 3 ряда по 30 столбиков без накида цветом, которым начала. И еще 3 ряда сменила цвет на салатовый, тоже провязала по 30 столбиков без накида. Но первый ряд новым цветом я вязала за заднюю стеночку, чтобы потом сделать вот такую обвязку столбиками без накида. Я думаю, что вы поймете, как это сделать. То есть у жабки у меня провязано всего 6 рядов по 30 столбиков без накида. Дальше будет все то же самое, как будет после 7 провязанного без изменений столбика, то есть после 12 ряда. С 13 ряда у жабки все продолжается, как у жирафика и гуся. Так, все, самостоятельно вяжем 7 рядов по 30 столбиков без накида. Так, провязала я 7 рядов по 30 столбиков без накида. Это 6-12 ряд. Вяжем 13 ряд, 3 столбика без накида, 1 убавка, 6 раз. Раз, два, три. Первая убавка. Раз, два, три. Вторая. Раз, два, три. Третья. Раз, два, три. Четвертая. Раз, два, три. Пятая. Раз, два, три. Шестая. Дальше 14 ряд вяжем 2 столбика без накида, 1 убавка, 6 раз. 2. Первая убавка. Раз, два. Вторая. Раз, два, третья. Раз, два, четвертая. Раз, два, пятая. Раз, два, шестая. На этом этапе я вставляю глазки между 9 и 10 рядом, между глазками 5 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Все. Делаю толстой спицей отверстие. И вставляю глазки 6, можно 8 миллиметров. Все, сейчас я их зафиксирую. Итак, глазки я зафиксировала и наполнила голову холофайбером. Вяжем 15 ряд, 1 столбик без накида, 1 убавка, 6 раз. Столбик без накида. Первая убавка. Столбик без накида. Вторая. Столбик без накида. Третья. Столбик без накида. Четвертая. Столбик без накида. Пятая.
столбик без накида, шестая убавка. Далее вяжем 16 ряд, 4 столбика без накида, 1 убавка, 2 раза. Раз, два, три, 4. Первая убавка. Раз, два, три, 4. Вторая убавка. Итак, у нас сейчас в работе 10 столбиков без накида. Сейчас мы оформим с вами мордочку и потом будем вязать шею. Значит, я сейчас за кадром все, заговариваюсь. Я сейчас за кадром пришью клювик. Значит, пришивать я его буду таким образом. Прошивать буду в серединке, пришивать к голове. И потом немножко верхнюю губу тоже подхвачу ниточкой к голове. Вот таким образом. Так, клювик я пришила. Дальше беру ниточку основного цвета и делаю небольшие утяжки. Буквально по одной на каждый глазик. Так. Завязываем на узелочки. Первый глазик у нас. Я еще, видите, я нигде не фиксирую ниточку от клювика. Я сделала утяжку, и с этими же серыми ниточками я завяжу на узелок ниточку от клювика. Все, и обрежу. И на втором глазике точно так же делаем утяжку. Простите за шум. Утяжку. Так. Завязываем. Поправляем. Обрезаем. Дальше я беру тоненькую черную хлопковую ниточку. Тоненькую. И делаю наши реснички. Реснички. И бровки. Я делаю на глаз. Все, обрезаю и завязываю узелок. Дальше что мы делаем? Дальше нам нужно провязать, у нас в работе, как помните, 10 столбиков без накида, и нам нужно провязать 50 рядов по 10 столбиков без накида. 50 рядов мы вяжем, если мы вот эти игрушечки будем вязать, надевать на сумочку. Брелочки, игрушечки. Если вы
хотите на кроватку ребенку, например, да, или на бортик коляски, значит, плюс к этой длине берете сантиметр, мерите окружность там бортика или перекладины в коляске, да, например, там, ну вот, меряете окружность. Ну вот, например, она у вас 14 сантиметров. Меряйте, сколько в сантиметре у вас рядов, потому что, смотрите, разный цвет пряжи, разная длина получается, да, соответственно. То есть берете сантиметр и меряете. Вот в сантиметре 3 ряда, да, фокус. В сантиметре 3 ряда у меня, например, да. То есть для того, чтобы связать на коляску вот такого гуся, я бы связала 50 рядов по 10 столбиков без накида плюс 3 умножить на 14, это у нас 42. То есть плюс еще 42 ряда. Это для того, чтобы обернуть и там завязать, например, на перекладинку, которая в окружности в 14 сантиметров. Вот. То есть меряйте, сколько вам сантиметров нужно, и довязываете еще нужное количество рядов. 50 рядов – это количество рядов, чтобы повесить на тоненькую ручку сумки. Сумки или рюкзака. Вот. Все. Вяжем теперь 50 рядов по 10 столбиков без накида самостоятельно. Я просто по кругу вяжу 500 столбиков без накида. Вот. Провяжем 50 рядов этих и свяжем с вами тело. Итак, я провязала 50 рядов, вы провязали свое количество в зависимости от того, сколько, куда точнее вы будете цеплять данную игрушку. Дальше вяжем первый ряд тела, 4 столбика без накида, 1 прибавка, 2 раза. 1, 2, 3, 4. Первая прибавка. 1, 2, 3, 4. Вторая. Второй ряд тела вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка, 6 раз, столбик без накида. Первая прибавка, столбик без накида. Вторая, столбик без накида. Третья, столбик без накида. Четвертая, столбик без накида. Пятая, столбик без накида. Шестая. Третий ряд тела вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка, 6 раз. 1, 2. Первая прибавка. 1, 2. Вторая. 1, 2. Третья. 1, 2. Четвертая. 1, 2. Пятая. 1, 2. Шестая. Четвертый ряд тела вяжем 3 столбика без накида, 1 прибавка, 6 раз. 1, 2, 3. Первая прибавка. 1, 2, 3.
вторая, раз, два, три, третья, раз, два, три, четвертая, раз, два, три, пятая, раз, два, три, шестая. Итак, смотрите, у нас в работе сейчас 30 столбиков без накида. До убавок нам нужно провязать 6 рядов. У жирафика, у лягушки в первом ряду без изменений, то есть в пятом, сейчас я... Так, то есть получается нам нужно сейчас, мы провязали 1-4 ряд, и нам нужно будет сейчас связать 5-10 ряд. Так вот, у жирафика и у лягушки в 5 ряду ввязываются ручки, в 10 ножки вывязываются, а у гуся мы 5, 6, 7, 8 и 9 ряд 5 рядов провязываем без изменения, а в 10 будем вывязывать ножки, шишечки. Я сейчас провяжу эти 5 рядов, и в 10, 5, 6, 7, 8, 9, и в 10 покажу, как я вывязываю шишечки. Но прежде чем это сделать, я вам покажу, что я делаю. Значит, я ложу гуся к себе лицом, провожу вот так вот пальчиком, выравниваю тело. Это касается жирафика и лягушки. Выравниваю тело. Простите, я вас трясу. Значит, отсчитываю здесь в серединке 10 петелек. Да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот у меня 10 петелек. 10 петелек – это расстояние между лапками. То есть в 5 ряду, когда я вяжу жирафика, вот я отмечаю вот эти 10 петелек. То есть я вяжу по кругу от начала ряда до, не довязывая один столбик до 10 этих петелек, и в этот один столбик вывязываю шишечку. Шишечки я вывязываю столбиками с накидом, полупровязанными, по 5 столбиков с накидом, и потом оставшиеся петли на крючке я провязываю одной петлей. Ну, я вам покажу сейчас шишечки, как вязать. Вот, самое основное, это я выделяю в серединке 10 петелек, и эти 10 петелек у нас будут между шишечками, верхними и нижними лапками. Вот, это что касается жирафика и лягушки. У гуся мы вяжем с вами 5 рядов по 30 столбиков без накида, без изменений. Итак, смотрите, провязала я у гуся 5 рядов по 30 столбиков без накида. Сейчас буду вязать 6-й ряд 30 столбиков без накида и вывязывать ножки. Вот я выделила себе 10 петелек. Темный маркер, это у меня начало ряда. Вот 10 петелек я выделила. Я уже довязала до маркера, не довязывая одну петлю, и в эту петлю я буду вывязывать сейчас ножку, потом 10 столбиков без накида и вторую ножку. Точно так же вы делаете, если вы вяжете жирафика и лягушонка в 5 ряду. Потом 4 ряда без изменений вяжете, 6, 7, 8, 9, и в 10 снова делаете ножки параллельно ручкам. Значит, ножки я вывязываю у гуся, я ножки вывязываю другого цвета, другим цветом, оранжевым. У жирафика и у лягушки я тем же цветом вяжу. Значит, беру оранжевую ниточку, делаю накид, достаю петельку, провязываю вот эти 2 петельки накида, и у меня остается 2 петли на крючке. Это потом все подтянется. Снова накид, в эту же петлю достаю петельку, провязываю 2, у меня уже 3 на крючке. Извините, что-то у меня все трясется сегодня.
Делаю еще один накид. Достаю, провязываю 2, 4 на крючке, накид. 4-й раз достаю, провязываю 2, 5 на крючке. И 5-й раз накид, провязываю 2. И беру дальше серую ниточку и провязываю все петельки серой ниточкой. Дальше я вяжу 10 столбиков без накида. Смотрим, чтобы у нас шишечка торчала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Снова беру оранжевую ниточку, сильно не натягивайте. Делаю накид. Достаю, провязываю 2 на крючке. Так подтягивайте, чтобы не натянуто было. Накид. Достаю, провязываю 2, 3 на крючке. Накид. 3-й раз. 4-й. 5-й. Ручки вяжутся точно так же. Все. И провязываю все эти петельки серым. У жирафика и лягушки все одним цветом, поэтому там вяжу последний столбик до конца ряда. У вас может быть конец ряда в другом месте. Все зависит от плотности вязания, от крючка. Так, завязываю на узелочек. Тоже смотрю, чтобы не натянуто было. Обрезаю. Дальше вяжем с вами 11 ряд, 3 столбика без накида, 1 убавка, 6 раз. 1, 2, 3. Первая убавка. 1, 2, 3. Вторая. 1, 2, 3. Третья. 1, 2, 3. Четвертая. 1, 2, 3. Пятая. 1, 2, 3. Шестая. Так. 11 ряд провязали. 12 ряд, 2 столбика без накида, 1 убавка, 6 раз. 1, 2. Первая убавка. 1, 2. Вторая. 1, 2. Третья. 1, 2. Четвертая. Нитка по пальцам вообще не скользит, руки мокрые. 1, 2. Пятая. 1, 2. Шестая. Шестая. На этом этапе сейчас наполняем холофайбером и свяжем с вами последний ряд.
Кстати, я вам не сказала, шею мы ничем не наполняем. Наполняем только голову и только тело. Наполнила я тело. Вяжем последний 13 ряд. 1 столбик без накида, 1 убавка 6 раз. Столбик без накида. Первая убавка, столбик без накида. Вторая, столбик без накида. Третья, столбик без накида. Четвертая, столбик без накида. Пятая, столбик без накида. Шестая. Сделали убавку, не делаем соединительных столбиков, ничего. Куда я дела ножницы свои, все не соображаю. Голова. Обрезаем ниточку подлиннее, вытягиваем ее. Сейчас я за кадром наполню, что у меня тут пустовато еще. И иголочкой будем закрывать. Итак, наполнила я до конца. Вставила нитку в иголку. У нас 12 столбиков получается в работе. Что мы делаем? За передние стеночки мы вводим иголочку и затягиваем наше отверстие. Просто если сделать еще ряд 6 убавок, а потом закрывать, то будет торчать тут такая пимпочка. Но нам не надо, нам нужно, чтобы у нас все ровненько и красиво было, поэтому мы последний ряд 6 убавок не вяжем, а закрываем вот так в каждую петельку за переднюю стеночку и затягиваем иголочкой. Оно все закрывается прекрасно. Холофайбер наш немножко поправляем, если он нам мешает. Все, за передние стеночки. Закрываем последнее. Все, видите, она ровненькая получается такая низ. Делаем узелок и прячем нашу ниточку. Обрезаем ее. Она ножницы нашла. Так, нам осталось связать уточки, крылышки и хвостик. Давайте, значит, я вам проговорю. Глазки у жабки я вязала 6 столбиков в кольцо амигуруми. Второй ряд 1 столбик, 1 прибавка 3 раза. И потом 2 ряда по 9 столбиков без накида. Не сшивала между собой, пришивала вот так по кругу. Глазки приклеивала. Это что касается, пузика 6 в кольцо. Второй ряд 6 прибавок, третий ряд 1 столбик, 1 прибавка 6 раз. То есть 18 столбиков у нас вот пузика. Это что касается лягушки. Дальше. Что касается жирафика у нас. Морду мы вяжем 6 столбиков в кольцо амигуруми. Первый ряд. Второй ряд 1 столбик, 1 прибавка 3 раза. И третий ряд 9 столбиков без накида. Вышиваем ноздри, вышиваем улыбочку. Дальше ушки 6 столбиков в кольцо амигуруми, первый ряд, второй ряд 2 столбика без накида, 1 прибавка 2 раза и третий ряд 8 столбиков без накида. Складываем пополам, сшиваем, вот я на крылышке покажу, сшиваем, затем вставляем нитку в иголку, складываем еще раз пополам, там даже такого расстояния не будет, оно будет поменьше чуть-чуть, и сшиваем за краешек ниточкой
с иголкой и потом пришиваем к голове. И рожки. Первый ряд 6 столбиков кольцо амигуруми, второй ряд 1 столбик без накида, 1 прибавка 3 раза, третий ряд у нас 9 столбиков без накида, четвертый ряд 1 столбик без накида, 1 убавка 3 раза, и пятый ряд у нас 6 столбиков без накида. Все. Теперь давайте свяжем хвостик и крылышки нашему утенку. Хвостик вяжем кольцо амигуруми, набираем 5 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5. Кольцо затягиваем. Эту ниточку мы сейчас будем ввязывать. Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание. Придерживаем вот этот хвостик. Вяжем, начиная с первой. Столбик без накида, получается, в обратную сторону, а не по кругу. Прибавка, как мы клювик вязали. Еще один столбик без накида. Прибавка. Столбик без накида, соединительный, ниточку обрезаем подлиннее для пришивания. Пришивать я буду за кадром. Вот это вот, что мы ввязывали, ниточку мы обрезаем, чтобы она нам не мешала. Вот. Я его немножко во время пришивания вот так вот присбираю, да. Вот так. Вот он просто. Хвостик такой пришитый. Крылышки я параллельно лапкам пришиваю. Вяжем давайте с вами крылышко. 6 столбиков кольцо амигуруми. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Кольцо затягиваем. Второй ряд вяжем 1 прибавка, 2 столбика без накида, 2 раза. Прибавка. 2 столбика без накида. Раз, два. Это первый раз. Прибавка. 2 столбика без накида. Раз, два. Это второй раз. Дальше третий ряд вяжем. Прибавка 3 столбика без накида 2 раза. Прибавка. Раз, два, 3. Первый раз. И прибавка. Раз, два, 3. Второй раз. Теперь 2 ряда самостоятельно провяжите, это 4 и 5, по 10 столбиков без накида, без изменений. Провязали 2 ряда по 10 столбиков без накида, соединяем, складываем пополам и прошиваем за обе стеночки столбиками без накида. 3, 4, 5. Все, соединительный столбик обрезаем ниточку подлиннее. Пришиваем крылышки и пришиваем хвостик самостоятельно. Все, пришила я, чуть пришила. Девчонки, надеюсь, не зря. Надеюсь, кому-то было полезно, интересно. Кто-то тоже очень давно хотел связать такие игрушки. Я уже заговариваюсь, очень жарко у нас в Минске. Вы не представляете, 30 градусов, это, я не знаю, у нас, наверное, как в Египте под 50. У нас очень жарко, ветра нет, дышать нечем, все мокрое. Ой, капец. Надеюсь, я не зря мучилась, не зря вам снимала. Буду благодарна вашим пальчикам вверх, буду благодарна вашим подпискам. В благодарность за мои мастер-классы вы можете оставить мне небольшой донат на сайте Boosty. Ссылочку на Boosty я оставлю в описании под видео. Кто посчитает нужным, может перейти и немножко поблагодарить меня. Всем спасибо.
и пока.